В этом видео мы создадим интересный стол и постараемся сделать максимально реалистичную картину человеческого глаза из эпоксидной смолы. Но без переделок, косяков и неудач не обойдется, это надо видеть. Приятного просмотра. Для того, чтобы не накосячить и не ошибиться с пропорциями, изначально была составлена модель, и уже отталкиваясь от нее, вырезаем необходимые шаблоны. Для имитации зрачка вырезаем кругляш из черного оргстекла, а для основания режем 8-мм фанеру. Не обращайте внимания на эту гравировку, эта фанера осталась от одного старого проекта. Если кто-то догадался от какого, пишите в комментах. По контуру я проклеиваю столешницу скотчем. В таких случаях лучше использовать хороший скотч подороже. Купить его проще в магазинах с автомаляркой. Вообще это самый простой способ опалубки. Если смола густая и ее слой небольшой, то такая опалубка лучший вариант. Затем примеряем зрачок и слегка скругляем край, для того чтобы не было четкой грани после заливки. Пару капель клея и теперь оргстекло точно не уплывет с заливки. Для первого слоя я беру самую густую смолу. Этот состав называется Extra Honey и обильно подкрашиваю ее белым красителем. Как вы видите, этот слой совсем тонкий, что-то вроде грунтовочного. Для того чтобы изолировать фанеру, придать цвет и проверить на герметичность всю опалубку. И со всеми этими тремя задачами он справился отлично. А на следующий день, когда смола уже полимеризовалась, замотовываем ее 240 наждачкой. Следующим этапом я решил сделать имитацию капилляров. Для этого подкрашиваю смолу красным красителем и понемногу зубочисткой пытаюсь их нарисовать. По задумке они должны быть объемными и в последующем залиты полупрозрачной смолой. И в теории должно выглядеть реалистично, но это в теории. В общем, провозился я с ними полдня, залил подкрашенной смолой и понял, что я совсем недоволен результатом. Для того, чтобы сделать радужку, я беру кольцо, которое мы вырезали еще в начале ролика, и приклеиваю его, точно так же, как и опалубку для зрачка. Затем заливаем всю ту же смолу, Extra Honey, и начинаем рисовать радужку. В процессе работы смола начала выступать из-под опалубки, так как из-за термоклея получился большой зазор, и в итоге большая часть смолы убежала. Да еще плюс косяк с капиллярами, и я принимаю волевое решение делать все по новой. Давай по новой, Миша, все хуйня. Уже учитывая ошибки и имея какой-никакой опыт. С первым слоем все по-прежнему, но опалубку уже кладу на хороший слой герметика. Когда герметик высох, обрезаю лишнее и убираю. И снова принимаюсь за радужку. Для того, чтобы сделать картинку пообъемней, я решил заливать ее в несколько этапов. Два первых слоя — это белые разводы на черном фоне, которые я пытался контролировать. Последующие слои будут уже цветными. Как вы видите, после добавления цветной смолы, картинка все больше становится похожа на настоящий глаз. В итоге после цветного слоя мы имеем вот такой результат. И это мой самый любимый этап работы, так как надо ждать сутки перед тем, как убрать опалубку. И конечно же, это самое подходящее время залипнуть в какой-нибудь сериал. Я совсем недавно открыл для себя крутой стриминговый сервис с сериалами Films Club TV. Тут собраны сериалы со всех стримингов: Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video и другие. Да-да, все это в одном месте. Лично для меня самое важное — это качественная HD-картинка и никакой рекламы букмекеров, казино и прочего, прям как у нас на канале. Также тут есть приложение для iOS и Android. В приложении можно загружать сериалы и смотреть их уже потом, в автобусе, метро, в общем в офлайне. Над озвучкой сериалов работают профессиональные актеры студии TV Shows. Кстати, у них тоже есть свой YouTube канал. А теперь присядьте, если вы стоите, так как первые 2 недели просмотра сериалов вам обойдется всего в 1 рубль. В общем, оцените удобства и возможности сервиса. Регистрируйтесь на сайте Films Club TV, активируйте специальный тариф и смотрите сериалы без ограничения за 1 рубль в течение 2 недель. А мы продолжаем. Но не сразу, как только досмотрю сезон. После того, как цветной слой высох, я решил добавить еще немного объема. И как следствие, еще 1 слой смолы. Затем ряд неудачных экспериментов. В общем, наделал каши и решил убрать, пока смола не высохла. Но несколько удачных разводов все же оставил. Но теперь снимаем опалубку и убираем следы экспериментов. Острый край, который остался от опалубки, срезаю для того, чтобы получить плавный переход. Теперь надо вывести все в 1 уровень. Для этого я использую состав под названием Crystal Epoxy от Artline.
После того, как я рассмотрел не один десяток фотографий глаза, понял, что часто на радужке есть такие темные пятна. Их я и пытаюсь сымитировать. В финале слегка растягиваю смолу, для того, чтобы не было четкой грани. А теперь переходим к самому интересному. Я замотовываю поверхность и передаю заготовку в руки художницы. Большое спасибо Лене за помощь и участие в проекте. Вот ее инстаграм, там очень много интересных работ, так что заглядывайте. После того, как краски схватились, я покрываю всю столешницу прозрачным глянцевым лаком, для того, чтобы краска в дальнейшем не покрасила слой финальной смолы, и оставляю так на сутки. На следующий день, когда лак уже высох, снимаем опалубку зрачка. Для того, чтобы не убирать следы от герметика и краски, я подкрашиваю немного эпоксидки в черный цвет и таким образом прячу все косяки. Вот такой вот лайфхак от Сани, пользуйтесь на здоровье. Когда смола в зрачке схватилась, заливаем всю столешницу финальным прозрачным слоем, все той же смолой, и получаем вот такую картину. Лично я доволен результатом, но мне действительно важно ваше мнение, ведь ролики снимаются именно для вас. Вообще, мне даже стало как-то неудобно делать из этого стол, так как считаю, что это полноценная картина. Но раз уж заявлен стол, то я прикручиваю к нему ножки. И теперь можно оценить результат. По статистике канала, половина просмотров — это просмотры без подписки. Поэтому обязательно проверяйте наличие колокола и, если интересно, заглядывайте в мой инстаграм. Там я публикую проекты, которые никогда не появятся на ютубе, ввиду их формата. Спасибо за просмотр и добра от топора.